шок-контент. Здесь нет валютного контроля. Да ладно. Вообще нет. Я сам был в шоке, у меня такие же глаза были. А тогда, значит, какие налоги? По налоги никому не надо ничего платить. И это никак государство не контролирует и не коннектит. Коррупцию в Таиланде. Есть ли сэсы, шмесы, поборы? Нет, такого вообще нет. Ты можешь прийти в банк, сколько тебе надо миллионов бат взять наличкой, добери, пожалуйста. Никто ничего не спрашивает, зачем тебе, почему. Вообще не спрашивают, зачем. Можно купить 50 X-максов и сдавать? Вот вообще не прогоришь точно. Да? То есть, да. Вот в сезон заберут это точно. самая простая, понятная бизнес-модель ниша, где всегда спрос превышает предложение. Если у тебя есть умение, как генерить лиды, у тебя будет бизнес процветать. В мае легализовали Шок. То есть, не было рынка, и он стал мегаконкурентным, мгновенно. К нормальному тайцу, если ты придешь, например, и ты скажешь: слушай, таец, вот у меня там конкурент, я хочу его затопить. Нормальные тайцы, они не пойдут на это. Будда все видит. Карма же есть. Щепетильный вопрос. Банковские счета. Если компания акционер русский. Таиланд настолько толерантен. Здесь очень просто. Выдают DBD, все, иди, что хочешь, то и делай. Друзья, всем привет, новый выпуск на канале. Сегодня мы снимаем в Таиланде, а в гостях у меня Вадим Бухкалов, серийный предприниматель с опытом более 33 лет, и он уже 11 лет делает бизнес на Пхукете. И сегодня мы поговорим о том, как открыть бизнес в Таиланде. Привет, Вадим. Привет. Привет. Давай поговорим. Сейчас тебе все расскажу. Во-первых, хочу поделиться впечатлением, что я впервые сижу на вот этом месте. Обычно я там сижу и задаю интервью, и я обычно с телефоном подготовленный, все как положено. Сейчас, ребята, я совсем не подготовлен, не знаю вопросов, буду отвечать, вот что в голову придет, так что не обессудьте. Инфосотка, сценария не скидывал. По классике, сложно ли вообще открыть бизнес в Таиланде и много ли бюрократии по сравнению с другими странами, где ты работал? Я вот не знаю, какое место в мире Таиланд занимает на тему легкости открытия и ведения бизнеса, но точно очень высоко. Просто не помню, там можешь загуглить, вот здесь вот давай плашечку. Будет подсказочка, да? Подсказочка, какое место в мире. Я тебе скажу так, что здесь очень просто. Здесь нанимаешь юриста, этот юрист за тебя все делает, там в течение 1 дня или 2 дней тебе нужно выбрать название компании, проверить, чтобы не было точно такой же компании, и там где-то максимум в течение недели тебе выдают DBD, все, иди, что хочешь, то и делай. Другое дело, что есть разные формы компаний. Одна, самая простая, вот та, которую легко сделать, это так называемая тайская компания. Почему тайская? Потому что в ней должен быть учредитель на 51% таец. Но если ты хочешь вести бизнес операционный, это вообще не помеха. Мне это самый часто задаваемый вопрос, вот как здесь вести бизнес, что делать с этими тайцами, бла-бла-бла. У меня много компаний, то есть для меня вообще юридические лица – это инструменты для ведения бизнеса. Поэтому таец подписывает моментально так называемый security package, это где он отказывается от всех своих прав, где он передает на тебя право подписи, делает тебя директором, отдает тебе книжку в банке к твоему счету, и ты полностью ею управляешь. Он берет за ту услугу, которую тебе предоставил для открытия компании. Все остальное твоя ответственность, твоя компания. Но у него 51% будет, да? У него 51% номинально. Здесь это условно запрещено номинально, но быть номиналом. Как везде. Да, быть номиналом. Но этот таец, он не просто какой-то там дядя Вася с непонятно откуда, который пропал, и ты не знаешь, где он. Это чаще всего та юридическая компания, в которую ты обратился, они этого номинала условного берут на себя. И это как твой партнер, он не просто левый дроп, которого притащили с улицы. Он реально живой. Если там что-то какая-то проверка, кто твой партнер, вот он, пожалуйста. Если надо какие-то документы, он подпишет. Но чаще там не надо никаких документов. У тебя есть право подписи, печать, банк, счет в банке, и делай все, что хочешь со своей компанией. Поэтому очень легко открыть компанию и вести в бизнес, в принципе, тоже легко. Я хотел про это дальше поговорить, но раз мы про это начали, может ли таец переобуться и сказать: дружище, у меня 51%, я отзываю по эти полномочия, теперь я управляю компанией, доступ у меня к расчетным счетам, по закону он может так сделать?
теоретически, наверное, да. Но это если ты не подписал вот этот security Если package. подписал, то все. Да, то да. Если ты защищен. подписал, то все. Но он тебе дает право... Ну, смотри. Нужно SEO в США, Канаде, Европе или любой другой стране? Ты по адресу. Команда Rush Agency обеспечит поток лидов из поиска в любой стране и в любой нише. Мы уже более 6 лет продвигаем сайты в США и в других западных странах. Мы являемся лидерами в зарубежном продвижении среди русскоязычных команд. Почему тебе стоит обратиться к нам для продвижения за рубежом? В Rush Agency единственный системный отдел в России, который умеет продвигать сайты в зарубежном Google. Мы сделали более 100 успешных проектов на западных рынках, пока наши конкуренты только учатся. Мы умеем строить ссылки в любой нише и на любом языке. Мы возьмем на себя все заботы по продвижению вашего сайта и внедрение правок, и увеличение конверсии вашего трафика. А еще среди наших клиентов крупнейшие международные компании в самых конкурентных тематиках. Доверься профессионалам с многолетним опытом на рынке, а не дилетантам, которые будут учиться на твоем сайте. Переходи по ссылке в описании и получи бесплатный прогноз роста трафика и разбор точек роста твоего бизнеса. А Rush Agency это реализует. Сомневаешься? Ребята из моей команды пришлют тебе десятки историй успеха наших клиентов, бизнес которых мы вывели на новый уровень. Переходи, оставляй заявку, а мы продолжаем. В любой стране, в любом месте, если ты сильно захочешь найти каких-то аферистов, ты их найдешь. По-любому. И здесь тоже найдешь аферистов, которые могут тебя разводить, где ты можешь ошибиться и все такое. Но как бы если ты хоть немножечко включишься и там, посмотришь доки, что там заморочишься, да, и поищешь какую-то компанию, у которой есть какая-то репутация, есть какое-то имя, а не просто там лишь бы подешевле, там найдешь какого-нибудь дворника там и на него все, давай-ка ты на меня все оформишь, то он может, конечно, этот соблазн высокий будет. Но нормальные компании, они дорожат своей репутацией, и нормальные тайцы-юристы, они тоже дорожат своей репутацией. Еще есть тема такая, что в буддизме, во всяком случае, те тайцы, с которыми я дружу, мои уже по 10 лет, там и юридическая компания, и аудиторская компания, и вот, ну, и те мои, то мое окружение тайское, они не то что заботятся о своей репутации, они настолько убеждены, у них есть убеждения по поводу порядочности и по поводу того, что Будда все видит. Карма же есть еще. Карма, да, вот они в это все верят. И я тебе больше скажу, к нормальному тайцу, если ты придешь, например, ну, к тайцу-юристу или к тайцу какому-то аудитору, и ты скажешь: слушай, таец, вот у меня там конкурент есть, я хочу его там что-то с ним сделать, да, там что-то там полицию на него натравить, что-то сделать непорядочное по отношению к нему, там, если теоретически кто-то непорядочный решит конкурентные разборки какие-то сделать. Так вот, нормальные тайцы, они не пойдут на это. То, неважно, ты с ним будешь дружить 10 лет, и ты попросишь его, скажешь: блин, ну это же мой конкурент, он там такой-сякой, там, давай его затопим, там, типа, нет. Не возьмется. Не возьмется, потому что это выше его... моральных принципов, религиозных. Да, это крутая ментальность, это не рвачи-хвачи, а люди с совестью и какой-то верой в хорошее. Тайцы вот такие, нормальные. Во всяком случае, мне такие встречаются. Ну, как и везде. Скамеры есть, как я тебе до выпуска рассказывал, как моих друзей заскамили. Там, Сереж, если смотришь, Они хотели найти, они хотели либо подешевле, либо первого встречного попросили, которые там не поняли компетенцию. То есть, ну, надо... Спустя рукава отнеслись к задаче, и поэтому их, собственно, развели. Понял. Ну, то есть, в принципе, работать вот security package, ребят, подписывайте и работать безопасно. Кстати, ты можешь порекомендовать какую-то юридическую компанию, чтобы мы их в описании оставили? Смотри, я могу порекомендовать, там, Велокарта, у меня есть компания, консьерж-сервис. И если там что-то будет надо, то мы будем помогать, мы всем помогаем. У нас миссия компании, и моя личная, там, главное слово, первое слово – это заботиться. И поэтому я всегда это говорю во всех своих интервью, что если будете обращаться, то мы все сделаем для того, чтобы помочь вам. У меня на самом деле те, с которыми я работаю, они дорогие. И я плачу выше рынка своим партнерам, своим друзьям. Ну, как бы... Не всем это нужно просто. Кто-то хочет открыть бар на пляже, ему не нужно какой-то инвестфонд, либо real estate компанию сетапить. Просто я также работаю в некоторых странах с очень дорогими партнерами, когда друзья приходят, говорю: друг, тебе нужно аренду машины открыть вот там, ну, не надо тебе, вот иди к ребятам подешевле. Да. Все от запроса. Поэтому
Поможем, контакты дадим, но нужно понимать, на кого Запрос контакты. нужен, да. Контакты команды Вадима будут в описании, ребят, тоже. Да, как да. обычно, все плюшечки в описании. Подумаем. Переходите. По безопасности понял. Сколько стоит примерно вообще застапить простую компанию? Окей, бар на пляже. Давай возьмем. Открытие компании там плюс-минус 50 тысяч бат, там, Это- $1500, юридические услуги, плюс какие-то там еще. Двушку Но возьмем. это, да, $2, да, но это если идти там что-то такое самое дешевое, там где-то открыть там и дальше не париться. Я, например, плачу за те компании, которые мне открывает мой друг, мой юрист, там Кунг-Кунг, многие знают его, мои партнеры, друзья. Я ему плачу 5 за ту же услугу. Почему? Потому что он вешает на себя эту компанию, вот этот 51%, а я в нем уверен. И когда я вешаю активы в миллионы долларов, Так капитализировано что-то то там, как да. бы 5 это вообще не За те безопасность, деньги. Да. конечно. Поэтому, скажем так, от 2 до 10, наверное, тысяч долларов в зависимости от задач, от тех целей, которые у тебя есть. Да? Если ты покупаешь компанию и хочешь на нее повесить виллу, сделать этот security package, какой-то актив там на миллионы долларов, то тут как бы не надо играться, искать где подешевле. Нужна нормальная структура. Да. А юристы если и всё. кафешку, как ты говоришь, где будет операционная деятельность, то надо искать подешевле. Не надо там платить 10. Ты же не будешь на эту кафешку, это операционный бизнес. Ты наймешь несколько человек, там поставишь какой-то барчик, и что-то там будет Закупки, операционное. продажи, Не будет бухгалтерия, смысла заморачиваться в более серьезной безопасности. Ты не будешь ставить на баланс Да. 10 ланд-крузеров Да, для ресторана. да. Понятно. И там какие-то земли, виллы, там еще Понятно. То есть, что-нибудь. если тебе нужно сетапить какую-то структуру владения, Да, сложную структуру да, бизнеса, да. тогда это около до 10. Но это Да. не 100 тысяч долларов в любом Нет, случае. и это все зависит от безопасности, которую ты хочешь получить. Щепетильный вопрос. В 22-23 году банковские счета, если компания акционер русский, с российским паспортом. Что скажешь? Таиланд настолько толерантен. Здесь вообще, как ты, наверное, заметил, проявление любой формы жизни, они воспринимаются нормально. Здесь живут нормально, ну, вот у меня, например, международная компания, у меня в компании я сам украинец, у меня украинцы, русские, казахи, армяне, Тайцы, наверное, тоже. тайцы много, конечно же, тайцев. 120 человек сейчас в группе компаний работает, из которых порядка 80 здесь, в Таиланде, физически находятся. Поэтому, конечно же, здесь все нормально, толерантно, русский паспорт. Ни разу я не слышал, что типа, ай, у тебя русский паспорт, ты там редиска там какой-то. Нет притеснений каких-то со стороны власти. Нет. Я столкнулся, я бизнес веду тоже во многих странах. Это там Аргентина, Бразилия, Дубай, Америка, Канада. И практически в 90% юрисдикций я столкнулся с тем, что либо с русским паспортом я прихожу, мне говорят, комплайнс-банк говорит, ой, извини, как бы, давай пока. Либо давай 10 тысяч долларов, мы попробуем рассмотреть. За рассмотрение. Да. Вот. Может быть, что-то получится. В абсолютно Здесь- 98% юрисдикций, то есть я приходил, и везде были проблемы. Либо тебе просят взятку, либо тебе говорят, все, мы не будем с тобой работать. Здесь такого нет вообще. Таиланд, френдли юрисдикция для бизнеса, если у вас российский паспорт в такое непростое время. Еще здесь бизнес почему хорошо вести. Первое, здесь нет понятия обналички. Просто вообще в принципе такого нет, потому что ты можешь прийти в банк, сколько тебе надо миллионов бат взять наличкой, да бери, пожалуйста. Никто ничего не спросит, зачем тебе, почему. Вообще не типа, да. спрашивают, зачем. Если есть на счету, это значит равно ты можешь их снять наличными. Это раз. Второе, порой даже бывают комические ситуации, когда ты приходишь в один банк, там, например, в Кассикорн, да, а тебе нужно сделать перевод в банк какой-нибудь там SCB, да, и ты приходишь и говоришь, ребята, сделайте мне перевод, там, 10 миллионов бат, например, туда-то. Они говорят, слушай, говорит, тут будет комиссия 1000 бат за перевод. Ну вот же соседний бат, давай мы тебе дадим наличку, а ты туда отнесешь. Да ладно, Сэкономишь, вот эти сумки, да. брикеты. Да, то есть сами провоцируют, мотивируют. То есть вот обналички понятия нет. Тогда, значит, какие налоги в Таиланде на вот эти компании, первый тип, который мы... Тайские компании. Смотри, ты как директор компании, ты имеешь право принимать решения, как распоряжаться своими деньгами. Это твоя чистая ответственность.
Ты можешь взять наличку и отдать кому-то наличку. Ты можешь взять перевод сделать. Ты можешь выписать кэшер-чек. Ты можешь отправить эти деньги SWIFT за рубеж, куда хочешь. И сейчас по поводу налогов расскажу. Вторая там тема есть еще, например, что для меня тоже было поразительно. У нас много на нашей стройке мы везем товары из Китая. И получая этот товар из Китая, мы платим туда валюту. Я все там сильно парился, а как там таможенные декларации, а как, почему нам те поставщики там не дают каких-то документов, бла-бла-бла. Счета фактуры раньше, помнишь, тебе не дали такое? Да, это грузовые таможенные декларации. Почему у нас на эту тему здесь нет вопросов? И я доколупался до наших бухгалтеров, до там внешнеэкономической деятельности, до всего. Они меня не понимают, что я от них хочу. И оказалось, что здесь нет валютного контроля. Да ладно. Вообще нет. Я сам был в шоке, у меня такие же глаза были. То есть ты отправляешь денег сколько хочешь, там миллионы долларов, конкретно у нас это миллионы долларов уходят на закупки тех или иных товаров из компании, и ты получаешь товары, и это никак государство не контролирует и не коннектит. Покупай, пожалуйста. И на вход, и на выход нет валютного контроля? Вообще нет такого понятия. Блин, классно. Да, вот я тоже, когда понял, думаю, вот тут мне и поперло, знаешь. Сейчас такие российские бухгалтера, финдиректора такие, так, пойду-ка я скажу владельцу открыть компанию в Тае. Да, в общем, это же не закрытая информация, это открытая, Да, поэтому это круто, мы можем об этом спокойно разговаривать. Как раз для суть меня интервью понять, насколько просто или сложно вести бизнес. очень просто вести бизнес и экспортно-импортный. Таиланд же, это же развитое государство. Здесь, во-первых, 65 миллионов населения. Во-вторых, лидер по многим, то есть это профицитная страна. У нее на очень высоком уровне сама экономика. Что такое профицит? Она входит в топ-20 экономик мира. Там с валютозапасным бюджетом более триллиона, там 1,2, по-моему, триллиона. Ребят, все хорошо с экономикой. Да, все хорошо. Был там спад, конечно, но там инфляция очень низкая, больше 20 лет стабильный бат, там плюс-минус около 30. Ходил, это с рублем нестабильно, а с долларом Нет, то это рубль нестабильный, не путай, пожалуйста. Да. А тайский бат по отношению к доллару около 30, 30, там 29, 30, до 35 он опускался, но плюс-минус вот в этом диапазоне. Так там сейчас, что мне в комменты будут писать, я приезжал в 2014 году, было 1 рубль, 1 бат, а сейчас я приезжаю, 3,5 рубля или там 2,5, 1 бат. Не, ребят, это не с батом все как бы плохо, это с рублем начались проблемы. Наоборот, с батом все хорошо. Да, с батом все хорошо. Нет обналички, а что с налогами? С налогами тоже все прекрасно. С чем сравнивать? Если мы сравниваем там с Европой, с какими-то другими странами, то здесь есть так называемый withholding tax, это удерживаемый налог. То есть, например, если я тебе, например, ты привел клиента, он купил, например, виллу там или квартиру какую-то, а ты агент, например, я тебе плачу комиссию, то я с этой комиссии, допустим, я тебе должен заплатить 1 миллион бат, с этой комиссии я снимаю 3% withholding tax и за тебя плачу их в государству, то есть удерживаемый налог, так называется. Это тебе считается. Ты сразу же говоришь, я заплатил withholding tax. То есть, потому что я тебе даю документы. Я твой налоговый агент, потому что я тебе плачу эти деньги. Вторая тема, уже твоя ответственность. Ты платишь 7% НДС. Если твоя компания плательщик НДС, это 7%. Не 22, не 20, а 7. Да, ты платишь, но это все тоже схлопывается. Тоже зачет можно принять, если ты покупаешь какие-то услуги с НДС и продаешь услуги с НДС, то ты схлопываешь... В зачет принимаешь? Да, конечно, в зачет. И дальше по результатам года налог на прибыль. Налог на прибыль в зависимости от прибыли, там сетка, по-моему, от 0, если там маленький доход, до... По-моему, до 30%, я боюсь ошибиться. Но обычно, когда ты схлопываешь бухгалтерию, то из чистой прибыли ты платишь. А из чистой прибыли, если ты в этом отчетном периоде купил что-то куда-то, еще инвестировал из чистой прибыли, то это схлопывается. Это не чистая прибыль, это уже это уже дополнительные инвестиции. 30% это когда у тебя там чистая прибыль, там 100 тысяч долларов, 5 миллионов долларов, либо с какого максимального? Я не помню, порядок? я боюсь ошибиться, то есть это лучше загуглить, чтобы я не Мы наговорил. выведем табличку по корпоративному налогу. У меня целая аудиторская компания работает со всеми моими компаниями, и мы по-честному, по-белому оптимизируем налоги. Ты балансируешь между группой компаний, понятно. Одна у другой купила, это...
Да. Но в России к тебе пришли бы за это, сказали, у вас дробление бизнеса, типа вы там перекинули деньги. Здесь не приходят, это разные... Да, еще тоже тема такая, типа там связанные лица, да, могут быть, там, что типа ты не можешь быть директором в одной компании, в другой компании и покупать услуги одни у других. Аффилированность. Здесь пофиг. Здесь пофиг. Я, например, директор там 5 компаний, и я там сам себе все выписываю. Слушай, а могу я купить машину, либо, не знаю, машину, наверное, там, байк, катер на компанию, на баланс конечно, поставить, можешь, да? Конечно. И это... У меня очень много машин. У нас в компании около, там, наверное, 15 машин сейчас, и часть из них на мне, на физическом лице, а часть из них на компании. И ты можешь спокойно это мы, да, списываем, там, платим. Мы, кстати, их в кредит покупаем. Здесь очень дешевые кредиты. Лиз есть, да? 1,5-2% годовых на кредит на машину, на программы. Прикольно. То есть получается, что у них нет такого жесткого... В валютном контроле нету там, камеральных проверок, нету такого внутренних жестких проверок между компаниями. Withholding tax 3%, 7% НДС до 30 это прибыль, да. Но при том, что ты можешь на баланс покупать себе вещи, да, условно, да. Скажешь, я владелец бизнеса, мне нужно клиентам показывать виллы, которые я строю, мне нужно обязательно там в расходы почти все ты, там есть какие-то ограничения, но почти все ты можешь в расходы. Билеты на самолет, гостиницы, там проживание, аренда, Круто. Зарплаты, там все это и все идет в расходы. Я могу себе как топ-менеджер арендовать квартиру либо виллу от компании, потому что я сотрудник. Конечно. Ты директор, арендуешь сам себе, все без проблем, и это в расходы. Да. И я могу полететь в командировку в Бангкок и тоже списать. Конечно. Да хоть в Китай или там ты просто списываешь, в Америку. И потом не приходит жесткая проверка, не говорит, а почему там билет был бизнес-класс? Нет. То есть, ребята, очень просто все списывается на расходы, как в нормальном цивилизованном месте. Вы можете спокойно вести бизнес и не хранить чеки в архиве 5 лет бумажные, которые уже растворились. Но, ребята, это я поверхностно говорю как владелец бизнеса. Еще раз, у меня классная, дорогая аудиторская компания, которая ведет всю эту бухгалтерию. Нужно обязательно следить, потому что можно все равно встрять. Если вы где-то заблудитесь, не поймете, лучше, знаете, как это есть там, дисклеймер, да, самому дома этого не делать. Не повторяйте, вы полнопрофессиональными аудиторами, да. Да. Поэтому лучше наймите, не экономьте. Если вы ведете какой-то бизнес, хотите вести, то надо думать о том, чтобы вы могли нанять профессионалов, которые будут вам оптимизировать налоги законно, не какими-то левыми кривыми путями. Я думаю, у тебя больше 33 лет опыта в бизнесе. У меня, наверное, лет 13-14, но каждый из нас когда-то сэкономил на бухгалтерах, я уверен, когда-то. Да. И когда-то потом больно кровью расплатился за это. Да. Поэтому, ребята, не надо этого делать. Наймите бухгалтеров нормальных, аудиторов и не платите потом налоговый X3 штраф за то, что вы просто ошиблись, а не украли эти налоги. В начале моей деятельности здесь, когда я только прилетел, когда я такой, лафа, там открыл компанию, начал что-то делать, и частично комиссию, я агентом был, и я комиссию получал там от контрагентов, то есть от каких-то там девелоперов на свой личный счет. И они такие, вот все, да, мы сделку сокращаем, давай счет. Я им даю свой личный счет, который у меня там в банке, физлица, да. И они такие, выписали мне кэшьер-чек. Я этот кэшьер-чек пошел, получил там наличку, положил себе на счет, там, классно, думаю, нифига себе так работает, а налоги никому не надо ничего платить. И потом, через там пару-тройку лет, уже когда у меня была эта аудиторская компания, уже когда были другие компании, мне мои аудиторы говорят, слушай, там тебя что-то в налоговую вызывают, там, что? Я говорю, хер его знает. Ну и, в общем, меня дернули, вот тот, кто заплатил мне, он же там этот withholding tax заплатил. Что это бизнес-сделка была. И он, да, и он у себя в бухгалтерии это провел, и произошла встречная, и меня нашли, и мне насчитали там, на тот момент с той сделки там какую-то сумму, я сейчас уже не помню, там что-то около 10 тысяч долларов, наверное, да, то есть, там сделка какая-то была, вместе со штрафами, вместе со всеми. 3 года так... И я заплатил, да. Я говорю, сори, не знал, там,
Да, а заплатить, небось, налога надо было $600 изначально. Нет. Там не такие штрафы. Там пеня какая-то, ну там типа там $9000 должно было быть налоговый, там 1000, может быть, набежало пени. Ну, все Но равно я не сейчас надо. условно, я не помню точных Нервотрепки не цифр. нужно, наймите бухгалтеров. Да, это аудиторов, было да. уже там 8 лет назад. Слушай, а что с зарплатными налогами? Вот я нанимаю, не знаю, тайца на работу в свой замечательный бар Смотри, на пляже. хороший вопрос. Значит, смотрите, вот в эту тайскую компанию, о которой я рассказывал, нужно, чтобы нанять иностранца, например, ты можешь сам себя устроить, но тебе нужно минимум 4 тайца. 4 тайца нанять, трудоустроить. Это вот в эту тайскую компанию. И еще должен быть уставной фонд на минимум 2 миллиона на одного иностранца. Бат, тайских бат. До 5 миллионов бат ты можешь не вносить деньги в уставной фонд. То есть максимум 2 человека ты можешь нанять себя и еще кого-то на какую-то маленькую иностранцев, да. Но еще нужно вот по 4 тайца на каждого, грубо говоря, 8 тайцев. Жестко. Но если ты оформляешь на себя work permit и рабочую визу, вот тогда тебе нужна вся эта схема. И когда ты это все оформляешь на себя, то ты платишь только какой-то там налог, который ты должен был бы платить с минимальной зарплаты. То есть я сейчас боюсь ошибиться, но там, по-моему, 900 бат в месяц, по-моему, на одного тайца, то есть 3600 бат, $100 в месяц ты должен платить за 4 тайцев, за одного. Немного. Это немного, да. Они Еще обязательно должны схемы... работать, приходить, либо это просто может быть... Нет, они могут не приходить Друзья никогда, друга. ты их даже больше никогда в жизни не увидишь. Но им надо зарплату выплачивать, они будут рады. Да, это не им, это... Смотри, когда ты будешь делать себе визу, тебе по-любому нужны вот люди, которые будут помогать, потому что все документы на тайском языке, все переговоры с властями на тайском языке, вот эти вот все отчеты, аудиты, вот это все тоже на тайском языке, поэтому ты сам точно не справишься. Теперь вернемся к вопросу по зарплатам. Налоги на зарплату, да, ты говорил? Да. Есть налоги на зарплату, они тоже какие-то там не маленькие, но я боюсь тебе говорить точные цифры, потому что очень много критериев там тоже, в зависимости от размера зарплаты, в зависимости от национальности, Провинции, там небось, тайцы, что-то. провинции, бирманцы или не бирманцы. В общем, есть много нюансов, и это тоже лучше загуглить и понять. Оставлю в телеграм-канале такой профайл всех налогов по Таиланду. Смотри, еще в Таиланде вот есть тайские компании, а есть еще иностранные компании. Что это значит? Вот у меня есть такая велокарта, например, это BOI компания. BOI это имеется в виду Board of Investment, и это в Бангкоке статус иностранной компании. Там другие правила. Ее открыть гораздо сложнее, чем тайскую. Мы потратили, наверное, больше года и около $10 тысяч на то, чтобы открыть эту компанию. Но и этот статус нам позволяет иностранцам 100% владеть, но там много ограничений, то есть ты все равно не можешь покупать землю на эту компанию. У тебя определенные виды деятельности у этой компании. Они в определенных провинциях эти компании можно делать. И в определенных сферах, в индустриях, то есть каких-то. Вот у меня, например, там как marketplace, e-commerce, это подходит. Ну, у нас и реальный онлайн-бизнес, этот велокарты. Ну, а если там какие-то просто построить кондики и продать, то нельзя. А отель, например, с какими-то прибамбасами, типа там healthy lifestyle, там типа вот что-то такое экологичный какой-нибудь отель, можно построить. И владеть им можно. Да, и владеть им можно, и землю можно, вот как бы все инвестиции могут на это быть. Ну, в общем, там должны быть критерии. Она специальные. сложнее, юридически замороченная, но да, с юристами можно открыть. да. Но плюшки, что ты можешь владеть, а тайцы там нужны, если ты своих устраиваешь? Нет, там не нужно. Ну, они как бы просят, рекомендуют. Вот это тоже плюшка, которую ты можешь сколько хочешь иностранцев нанять на эту компанию, и тебе не нужно на каждого иностранца по 4 тайца. Ты можешь хоть там 100 иностранцев нанять. Угу. Ну, это как понятно. И если ты переводишь. ворк-пермиты им дают всем. Это если ты команду хочешь перевести, наверное, она очень будет полезна. Однозначно. Десятку инвестировать, чтобы не нанимать на 40 человек, сколько? 160 да, тайцев вот всякие получится. разные авиаселс, например, на Пхукете компания. Крутые чуваки. Бесплатная реклама. Да, кстати, дешевые билеты на авиаселс. Давайте, ребята, маркетинг-менеджер авиаселс, приходите ко мне на YouTube, уже покупайте интеграцию. Пора уже, да. Ребята, офис уже давно, там еще, царство ему небесное, Калинов,
который открывал Мы Костя немного Калинов. знакомы были. Да? Да. Ну вот он же основатель Крутой чувак был. Aviasales. Но компания до сих пор работает, здесь большая команда, больше 100 человек, офисы, и у них все на BOI оформлено. Поэтому... Ну, кстати, с Aviasales несколько выпусков я для них снимал, для их канала. Была Да? прожарка сайтов, да, тревелов. У них, кстати, тоже крутая команда, крутые ребята. Мы поговорили, что есть тайская компания, где Да. все равно можно безопасно владеть. Можно BOI BOI, открыть. да. Это такая более сложная структура. Налоги небольшие, если хорошие бухгалтера есть, все в белую можно. Да. Наличка свободно двигается. И зарплаты и налоги, мы их посчитаем, но они тоже как бы невелики. Например, там Европа, Америка, да тоже СНГ, там Россия, Украина, везде там сложнее, там гораздо Душно сложнее вести бизнес, Да, душно, потому да, что на да. эту бухгалтерию у тебя вот, Да, там должен и отдел быть. открытие компании, и ведение, и бухгалтерии. Попробуй ошибиться. Там они кажутся Все, демократическими. счета у тебя отлетают Конечно, момент конечно. просто. То есть- Давай вот про какую вещь поговорим. Про коррупцию в Таиланде. Есть ли СЭСы, ШМЭСы, поборы, выездные проверки, скажем, госрэкет какой-то? Давай так, коррупция, она есть, но я ее называю такая цивилизованная. То есть они помогают тебе для того, чтобы там ускорить какие-то процессы, получить какие-то разрешения. Мгм. То есть вот какие-то такие штуки вот у меня в За ускорение. девелопменте, например, есть. Но она такая цивилизованная. На дороге тоже там теоретически могут там какие-то штрафы взять. Но, например, если ты нарушил и штраф там 500 бат здесь, да, вот у меня такой случай был в жизни, я ему даю 1000, ну, думаю, там не было мельче купюры. Он говорит, подожди, сдачи дает 500 бат. Ты представляешь себе где-нибудь... Они там- что-то хитро делают, я помню, в Паттайе попался, там, вплоть до полицейского участка они меня там один раз Да. доставили. Но второй раз он мне говорит, типа, ваучер какой-то выписывает, он говорит, типа, оставь байк, езжай, оплати в полицейский участок. Я говорю, блин, это далеко, такси надо ловить. Он говорит, можно. Я говорю, можно, у вас же, наверное, здесь как касса есть. Он такой, да, есть касса. Я говорю, могу я заплатить? Он говорит, да, можно. Так еще аккуратненько так Да, типа, да. продал. Я сам ему продал эту идею. Да, То есть он да. такой, может, вдруг какой-то подсадной, говорит, езжай в центральный участок, вот тебе это. Есть в азиатских странах, есть коррупция, даже вот, кстати, там наш общий знакомый Макс Чернов, да, Мгм. даже в Сингапуре говорят, это типа... Хотя Ли там, Куан Ю типа искоренил, выжег на ни корню. хрена не искоренил, есть там коррупция, везде есть коррупция. Ну, и, кстати, то, что там рассказывают, в демократических странах нет коррупции, это тоже херня все, везде есть коррупция. И в Америке, и просто она на другом уровне, Знаешь, как, другой типа, уровень коррупции, да, лоббизма. определяется. Что Да. если у тебя берет продавщица в магазине, в МФЦ тетушка и мент на улице, да, это большой уровень коррупции. А когда у тебя лоббизм, ты можешь продвинуть Да. закон, вырубить все леса, да, на высоком уровне, значит, коррупции Да. нету, да. Да. Ну, как бы здесь, как бы, менты могут тебя без прав поймать, но, естественно, ты заплатишь штраф, как везде. Да. А что вот в плане бизнеса СЭСы всякие приходят, пытаются кошмарить, нет? Нет, такого вообще нет. Такого я понятия не имею. За 11 лет никакие СЭСы, никакие пожарники никуда ни разу не приходили. рейдеры, никто, да? Да, чтобы там что-то... Бывают рейды, вот, например, у нас недавно, первый раз в жизни был рейд Immigration. То есть они как бы проверяли, у всех ли есть визы, ворк-пермиты. Не турист ли работает у тебя на объекте, да? Да. Ну, мы, в общем... Это нормальная практика. Я тебе заготовил кейс. У меня товарищ живет на одном из островов, не будем сейчас говорить на каком. В общем, он открыл ресторан там. И у него сосед мент. Он открыл ресторан работает, все больше людей стало приходить. И они там, условно, с детьми вместе гуляют с этим ментом. И в один момент, короче, мент приходит и говорит, давай я тебя буду крышевать, короче, тайски. Давай я как бы буду помогать, чтобы типа никто не трогал. Друг говорит, типа, а зачем? Ну, говорит, чтобы как бы было. Меня и так никто не трогает. Да. И знаешь, он говорит, да не надо, говорит, у меня как бы и так все нормально. Говорит, давай я тебя буду крышевать, как бы как. И он как-то замялся, и знаешь, чем закончилось? И мент не смог ничего сказать, он просто забыл про это, они начали дальше общаться. Дружить, То есть вот так вот предложили крышу, говорит, мне не нужна крыша. Он говорит, ну ладно, не нужна крыша, не нужна. То есть такой уровень коррупции, что ты можешь от крыши сказать, мне не надо. Он скажет, ну ладно, не надо. Ну то есть как бы нет такого какого-то прессовала. Нет, у меня, во всяком случае, нет таких кейсов. Коррупция есть? Есть. Кейсы какие-то такие, чтобы рассказать тебе, нет. Ну, это круто, что их нет, значит, можешь делать бизнес. Давай тогда поговорим о том, в каких нишах можно в Тае, вот на Пхукете делать бизнес и зайти без большого капитала, без там 500 тысяч долларов, там, 200 тысяч долларов. Приехать и начать что-то делать. Как я помню, у тебя такая же история была. Ты приехал, и ты был агентом когда-то 11 лет назад, сам начал двигаться без всего.
Да, мне повезло, меня не взяли на работу. Я пытался устроиться, меня не взяли на работу, потому что, да, денег не было там просто вообще совсем. И я попытался. Здесь мы сейчас там дружим с теми агентствами, с которыми я там пытался, с агентством одним. И да, я с голой жопой сюда приехал, и я понимал, что если... Как я могу заработать денег? Недвижимость у меня, я там и в Киеве работал с недвижимостью, это была моя страсть. Я понимал, что недвижимость это точно мое. И в недвижимости как заработать денег, когда у тебя нет денег? Ну, мне оказался ответ очень прост, да, то есть нужно найти покупателя. Продавцы всегда будут хотеть, чтобы продать свой какой-то товар, свою виллу или в Строится аренду, всё, да. И как бы их соединить и на этом заработать комиссию. Ну, то есть агентство чистой воды, да. Ну, а откуда брать клиентов, чтобы они купили? Мне стало очевидно, что самое простое и самое дешевое – это создать какой-нибудь сайтик и на этот сайтик пустить какой-то трафик. В 2012 году еще был голубой океан с онлайн-маркетингом, с Facebook, SEO. всё. Вообще никого не было в онлайне. Это сейчас просто алый, красный. Мясорубка, там, да, там. да, мясорубка такая, что офигеть можно. А тогда мы просто сделали какой-то сайт, всегда хорошие новости, запустили на этот сайт какой-то SEO-оптимизацию, чуть ли не сразу стали там первыми в поисковиках, и начали приходить какие-то лиды. Я начал заниматься вообще там чем попало, там бунгало сдать, нате вам бунгало, там 5000 заработал, там какую-то комиссию, виллу, погряз вот в аренде, в мелких чеках и в консьерж-сервисе, там какие-то шопинги, экскурсии, то есть все, в общем, это все продавал, чтобы выжить, там, зарабатывал какие-то деньги. Но на самом деле нормальный бизнес более-менее начал получаться аж через там пару-тройку лет, когда мы начали продавать недвижимость. Там другие чеки, там другая комиссия, и в конечном итоге сейчас вот у нас development. Крутая true story. Кстати, Да, SEO, видишь, как оказалось, рулит, поисковый Да. трафик рулит. Поэтому моя профессия не умрет, как все говорили в 2020 году. Слушай, не умрет, но сейчас она настолько сложная. Тяжело стало, Да, тяжело. вообще онлайн-маркетинг, лидогенерация. Сейчас вот мы, то, что с тобой чем занимаемся, личными брендами, ютубом, это же не просто так. Ну, потому что это выгодно, потому что это склеивает, потому что это увеличивает конверсию. То есть вот только поэтому По-любому. сейчас нельзя просто там лить трафик. Ну, ты охренеешь. Холодные люди видят, и ты еще один какой-то там девелопер, Да, либо да. SEO-агентство, Да. нету никакой там ни души, ни человека Да, за этим, ни да. доверия. Поэтому, конечно, безусловно, личный бренд и публично рассказывать о Да. своих компаниях – это круто. То есть, смотри, вот ты заходил, вот у тебя крутая история, ты рассказал, что ты был как изначально агентом, но удалось выжить, Да, там, заработать да. деньги. Да, я сразу бизнес свой создавал. Кроме агентства по вот Алый океан, супер Алый океан, Да. тем более аренда, наверное, да, и продажи еще хуже. Вот. Что еще можешь делать в Тае, запускать, если ты решил переехать, тебе нравится, и какие ниши еще сейчас? Смотри, логично, если мы говорим об Пхукете или о туристических местах, Самуи, Паттайя, там какой-то Кочанг, там, где туризм развит, то, конечно же, все, что вокруг туризма. Это всякие там экскурсии, яхты, какие-то машины, какие-то там, что туристам кушать. Вот аренда надо, байков. Можно купить Аренда 50 байков. X-Max'ов и сдавать? Вот вообще не прогоришь точно. Да? То есть, да, вот В сезон заберут это точно. самая простая, понятная бизнес-модель ниша, где всегда спрос превышает предложение. За год этот байк откатывает свои бабки за инвестиционные, да? Там где-то приблизительно 100% годовых. Ну, может, там, если еще там, демпинг какой-то будет и меньше, то там, может, там 50, но все равно. Ну, заинтересоваться окупаемость. большие пойти. Точно так же аренда автомобилей, экскурсии. Везде здесь система выстроена поставщиков. Например, есть поставщик экскурсий, у которого есть лодка, которая возит на Пхипхи, например. Вот к нему везут операторы, туроператоры или турагенты, или те, кто умеют делать трафик и привлекать клиентов. За комиссию, да? Да, за комиссию. Там, допустим, если ты придешь к ним с улицы, у тебя будет там экскурсия 1500 бат. Через агента ты купишь 1500 бат. Только агент тебя заберет с отеля, привезет тебя на экскурсию, везет обратно. Вот поставщик агенту платит комиссию там, какую-то там 20-30%. Поэтому если у тебя есть умение, как генерить лиды здесь, то у тебя будет бизнес процветать, потому что объемы
вот, например, на Пхукете, по разным источникам от 10 до 16 миллионов туристов в год, ну, исключаем Это пандемию. очень много. Да. Каждый что-то возьмет, точно. Так, и представь себе, ну, минимум там каждый человек тратит $1000 на какие-то развлекухи. От 10 до там, 15 миллиардов долларов оборот. Миллиарды. Да, у нас там что-то где-то мы смотрели в каких-то источниках, только прибыль Пхукет получает там 3,5 миллиарда долларов. Поэтому, ну, это я же Большой сильно округляю. Тревел-рынок на небольшой довольно-таки территории, в которой Да, можно да, получить. да. На Пхукет прилетает 50% туристов, которые на весь Таиланд. Это самый большой остров, это самый развитый остров, самая развитая инфраструктура, международный аэропорт, туннели, дороги, отели, Безопасность мирового супер, да. безопасность, да. И Вот все там развлечения, которые хочешь. Да. И, ребят, поэтому смотрите выпуск про то, как доминировать на Google картах, срастите идею Пхукета и генерации большого количества точек на Google картах, которые легко сделать на Пхукете, и собирайте трафик, продавайте его агентам. Вот вам идея. Мы недавно снимали ролик, как захватить Google карт. Ну, поэтому тоже крутая идея в тревеле. Что это значит, как захватить Ну, лиды? ты можешь, допустим, сделать аренда байков, например, да, вот на Короне каком-нибудь, да, либо на Патонге. Сделать себе 30 точек под разными адресами. Вот. И там поставить разные сайты, очень похожи. И телефоны. И все люди, которые будут искать аренда байка, так или Google. иначе будут только к тебе попадать. Потому что местные и экспаты не умеют, как СНГшники, выводить в топ, крутые отзывы делать, да, и ты будешь собирать весь трафик. Себестоимость копеечная. Я тебе скину выпуск, кстати, твоим ребятам. Классно. В Америке очень сложно стало видеоверификация, а здесь ты просто вот так вот делаешь ботами, и все работает. И ты собираешь деньги. Но никто не делает почему-то. Я смотрел на Короне, например, где я живу. А в недвижке это реально? Конечно. Хорошо. Знаешь, какая Да. еще интересная ниша? Я слышал, что в мае легализовали в Таиланде Да. и теперь здесь куча магазинов с травой, куча просто, и куча плантаторов стало. Что думаешь по этой нише? Вообще прибыльно? Я далек от этой ниши. Я охренел, как рынок наполнился. Просто. Да, для меня это был такой, знаешь, шок-контент. Я что-то там слышал, кто-то говорил, там легализация, то все. И я что-то там еду там где-то по Раваям, и я просто глазам своим не могу поверить. Такой лепесток рекламы, блядь. Я такой, что за хрень? Неоновый Еду небось. дальше, еще один. Еду, билборды висят. Я просто своим глазам не мог поверить, как быстро рынок заполнился, как будто они сидели из-под стола, продавали, и тут раз открылись, блин. Откуда все там оборудование, откуда столько травы, откуда столько всего, для меня это просто шок. Ну, то есть, как бы не было рынка, и он стал мегаконкурентным мгновенно. И просто их стало, блин, сейчас так это вообще тысячи, ты не проедешь 100 метров, чтобы Все, не на было... каждом вместо уже баров уже вот эти... Кстати, люди реально готовились. Я был в Аргентине на встрече там ребят по крипте, и один чувак запускал криптопроект, инвестиции в Таиланде. Я думаю, в Таиланде через NFT, ты чё? Да, говорит, скоро легализуют. Я говорю, да бабка надвое сказала. А он какой-то гровер. И они, короче, начали закупать до мая, строить все. Это же законно строить теплицу для помидор, правильно? Ну да. Все строить. И семена, по-моему, было законно покупать, если ты не выращиваешь. Вдруг ты там кашу варишь. Да. И как только закон вышел, они на низком старте запустили все эти теплицы. То есть это все уже было готово, они полетели. И вот смотрел одного парня, не знаю, получится снять интервью либо нет с ним здесь, тоже на Пхукете. У него теплицы свои. И он, мы знаем, что самый прибыльный бизнес в мире – это наркотики и оружие. Я думаю, что самый прибыльный, Development. самый большой актив в мире – это недвижимость. То есть всего денег там 600 триллионов долларов в мире вообще. Всех активов, бизнесов, всех стоков, там, из которых 400 миллионов – это недвижимость. Самый маржинальный, возможно, да? Потому что ты даже там, не знаю, 1000% не сделаешь, возможно, недвижки. Я думаю просто, да, что, например, вот на лекарствах бизнес, он, гораздо больше, фарма, чем Трава, на наркотиках или там на чем-то. Я не знаю, мне кажется, это такой мелкий и вообще, ценностно такой хреновый бизнес. Вот, Мне то тоже есть, так там, кажется. вот эти косяки продавать, там что-то там кому-то. Блин, я вообще не понимаю. вообще, Для меня этот бизнес просто совсем не мой. Для меня, знаешь, какое видение, что когда ты продаешь виллу кому-то, виллу, не знаю, Да. либо маркетинг какой-то глобальной компании, как я продаю, да, Да. ты как-то с умными людьми какими-то, которые пришли к тебе, Да. с умными, там, интересными, образованными, там, состоятельными общаешься, у тебя интересный диалог.
либо ты сидишь и каким-то обжабанным чувакам в палатке продаешь кусок наркоты. То есть два разных уровня. Но вот этот парень рассказывал, что на $100 тысяч инвестиций именно в постройку теплицы, постройку, да, там он калькуляцию делал урожая и прочего, у тебя получается 500-1 миллион ну, прибыли в год. Прибыли. И вот у меня лучший друг живет на Камалея, и он сейчас не сезон, он говорит, когда был сезон и легализовали, и он говорит, даже местные уже против, ты идешь и везде просто везде пахнет. Просто ты не можешь пройти, чтобы, ну, не было коляска, вот гуляешь. Я тоже как бы против такого жесткого легалайза. Да. Вот сейчас это... Закройте в кабинетах. Легалайз, вот там в Европе, насколько я знаю, там же, ну вот я знаю точно в Барселоне, когда я был последний раз, там же тоже легалайз. Там нет ничего, ты не увидишь нигде. Там, по-моему, декриминализировано, что тебя не посадят за это, но купить ты не можешь без рецепта. Там тебе надо что-то где-то как-то знать, куда-то попасть для того, чтобы что-то где-то покурить. А здесь же, блядь, просто... Я такого вообще не... Ну, кстати, в Америке та же херня. В Нью-Йорке я шел, пожалуйста. В Калифорнии тоже, по-моему, та же история, да? В Калифорнии, но я не видел такого вот прям открытого. А вот в Нью-Йорке по Бродвею идешь, и я там тоже охренел. Магазины на углу стеклянные со всякими вот этими значочками, листиками, да. Ну, прям очевидно, там шоп. Да, с точки зрения бизнеса, конечно, уже Алла Океан уже зашли, типа здесь. Нашим зрителям будет интересно, реально об этот бизнес заскочить, либо нет, но я думаю, уже конкурентно, но все еще можно. Я считаю, что здесь много классных бизнесов вот в туризме, в недвижимости, в каком-то там сервисном, ну вот в этом всем. Кстати, много бизнесов таких, которых не очевидных, например, это экспортно-импортный, например, да, то есть это там какие-то там поставки там из того же Китая сюда, затем какие-то поставки отсюда из Таиланда, всяких разных масел, всяких разных кремов, да, куда-то там по всему миру. Затем тоже онлайн, какие-то там Лазады, Амазоны. Вот эти бизнесы, они тоже имеют право на жизнь здесь. Интернет-бизнес здесь вообще развит. Проникновение интернета очень широкое сейчас. Да, почти да. Вся страна, наверное, покрыта, кроме там деревень. Вот на маркетплейсах, типа то, что там делаются всякие там Wildberries или там какие-то Амазоны, вот это здесь тоже, мне кажется, не очевидный, но абсолютно реальный бизнес. Тем более доставка вроде очень хорошо развита. Да. Твои проекты можешь рассказать? Значит, материнская компания первая — это Велокарты, в принципе, с чего все начиналось. Затем самый большой сейчас стал бизнес с точки зрения денег, объемов, это Development, Талаян Грин Парк, это вот Лависта Виллас, то, что у нас, где мы сейчас снимаем, да, здесь стройка идет. И сейчас мы строим, такая секретная немножко информация, но она уже будет открыта совершенно скоро, поэтому можно о ней говорить. Мы сейчас будем в девелопменте строить такой айконик проект. Понимаешь, что такое айконик проект? Да? Это как Бурдж-Халифа, например, в Дубае, да, жемчужина острова. Вот, да, жемчужина острова, визитная карточка, узнаваемый, где будет мирового класса недвижимость. Это будут отели и апартаменты на участке 8 гектаров земли, будет около 100 тысяч квадратных метров продаваемой площади, это отели, плюс еще будут всякие торговые площадя, и парки, водопады, все такое. Ну, в общем, прям большой проект на $500 миллиарда. То есть прям серьезный, да. И, то есть это вот то, что недвижимости, все вокруг недвижимости. Велокарты, то, что я говорю, это такая больше сервисная компания, мы заботимся. В управлении я не люблю слово агентство, потому что мы делаем гораздо больше, чем агентство. То есть мы помогаем людям, там, встречаем их в аэропорту, фаст-трек, затем помогаем всякие бронирования автомобилей, яхт, там, какие-то няни, какие-то бытовые вопросы. То есть вот этот консьерж-сервис, да. Затем помогаем, там, допустим, если человек хочет купить недвижимость, он покупает любую недвижимость на острове и затем оставляет ее нам в управлении. Нам оставляют ключи, и мы ему даем пассивный доход. То есть у нас такая прям парадигма и ценность, наша главная миссия, это, то есть можно ее назвать «заботимся в долгую». То есть вот мы 11 лет на Пхукете, и я прям горжусь, у меня есть ряд клиентов первых, которые к нам пришли, они до сих пор со мной. Вот, да, и они уже стали такими членами нашей семьи. Ну еще же мы же семейная компания, я же здесь сотрудницу нанял на работу одну из первых, она стала моей женой, и мы здесь уже 3 сыновей родили. Сколько у тебя всего, 7 или 8? 8, уже 8, да. Вадима, 8 детей. 3 недели назад родился 8-й.
Семейная компания, это Виллакарте, затем Development, это Лаян Грин Парк, Лависта, Виллас. И вот сейчас вот будет новый проект Лаян Верде, это типа город, мини-город, Айконик проект. И пятая компания, это технологичная компания. Мы во время пандемии продали на много недвижимости через крипту. И как-то это стало средством платежа. И я погрузился в эту технологию саму блокчейна и понял, что это будущее. И уже 2 года мы исследуем, разрабатываем тему. Sabaya Commerce компания называется. Значит, эта компания уже залищена на биржах, на 2 там Bitmart. Токен свой есть, да? А? Токен свой Да, есть. да, токен свой есть. Буквально еще месяца нет. 18 июля мы листинг сделали. Это, TGE, Token Generation Да, Event. да. И, конечно, он еще пока там слабенький. Это, можно сказать, мы только родились. Сейчас продолжаем допиливать наши продукты. Все это под зонтиком курортная недвижимость. Смысл в технологичной этой компании, что можно будет покупать недвижимость за крипту легко. И эта недвижимость будет токенизирована. То есть мы, например, берем эту виллу, разбиваем ее на 1000 частей, и ты можешь купить там, от $50 токен, за которым стоит ликвидность в виде недвижимости. То есть пассивный доход какой-то будет с этого токена? Конечно, Дивидендная, конечно. да? Это только инвестиционная, курортная недвижимость, которая приносит пассивный доход. Да. Прикольно. Да, То и есть- она ликвидная. То есть этот токен ниже не опустится, потому что мы его выкупим. То есть Он это обеспечен- как стейблкоин обеспечен недвижимостью, да, квадратными метрами. Крутая идея. То есть публично можно купить, ТГЕ прошел, могу... Да. Можешь пойти купить на Битмарте или на Uniswap. Uniswap. Ну и не свопе, ребят, мы Да. тикер оставим. Можем, да, контракт оставить, адрес контракта. Да. Почитайте white paper, покупайте, инвестируйте в недвижимость. Ну и давай несколько вот сейчас советов нашим зрителям-предпринимателям. Вот у тебя 33 года и больше опыта в бизнесе. Какие навыки, скиллы тебе позволяют быть успешным? Самые важные. Слушай, я часто об этом говорю. Формула, которая родилась в моей жизни как такой инсайт, озарение. Сейчас мне 53, где-то 33 года, потому что я всю свою жизнь предприниматель. Значит, где-то там лет 25, как я понял, осознание мне произошло, это не качество, это формула, это принцип. Порядочным быть выгодно называется. Я его так называю. Полностью согласен. И тогда люди выстраиваются в отношения в долгую. И когда в долгую, то ты, это, еще раз, это выгодно. Выгодно, потому что long-term отношения, Да, как сложный да, процент в банке. У тебя отношения, они да. капитализируются, я считаю. Поэтому, наверное, это главный принцип. Тоже недавно мне стало понятно, и я, конечно, потерял много времени, и только сейчас начал качать. Это еще и открытым быть выгодно. То есть вот сейчас настолько сложные эти все там когнитивные цепочки маркетинга, онлайн-маркетинга. Касаний много нужно, да. Настолько много информационного шума, и этот информационный шум, он такой, знаешь, кликбейтовый вот сейчас, да, что там все эти шортсы, все эти сторисы, все это мелькает, моргает, и чтобы пробиться в мозг человека, то надо много. Мы анализировали, у нас, прежде чем человек заключает сделку, он может попасть в контекстную рекламу, он может полазить по сайтам, потом вернуться в Инстаграм, потом прийти на YouTube, потом туда-сюда, там-сям. И это все должно быть единым концептом, и тогда это выгодно. Поэтому сейчас это выстраивать сложно, но точно выгодно быть открытым. 100%. Да, вот это вот, чтобы быть более эффективным. Сейчас вообще такая борьба за эффективность. Я вообще сейчас с лозунгом про эффективность, что мы столкнулись с бурным ростом сейчас, вот прямо, и когда ты быстро растешь, то, как классную метафору мой друг Макс Передонов и партнер мой в Sabaya Commerce, кстати, он
Говорит, представь себе, ты такой резко вырос. И, конечно же, вся одежда на тебе порвалась. Пошло Да, всё, да, да. да. То есть это называется кризисы, да, такие в разных моментах. И это вот неэффективно, да. Эта одежда уже не подходит вот быстрорастущему организму. То есть если говорить про советы, вот слово «эффективность» у каждого должно быть таким нарративом, благодаря которому вы делаете те или иные действия. То есть Что для тебя эффективность? это команда, которая ответственна за результат. То есть не за процессы, а за результаты. И это на самом деле не так просто сделать, Не чем просто. сказать. Особенно, когда ты быстро растешь. То есть, допустим, там, вот мы там за год выросли со 40 человек до 120 человек за год, блин, прикинь. То есть это как бы очень Знакомая быстро. история, когда все. Да. И там где-то какие-то, тебя не хватает на все. И где-то какие-то группы людей как бы работают, они не понимают, что ты от них хочешь. И они работают, они устают. Они как бы что-то там делают. Процесс какой-то делают. А потом, когда ты смотришь, блин, а в этом процессе оказывается минус там какой-то. Ценного да? конечного Там, продукта да, нет, все там поработали, целей нет, все устали, а денег нет, Все результата получили нет. зарплату. Да, все получили зарплату, само собой, да. Эффективность – это... Что такое эффективность? Вообще формула эффективности. Это получение максимального результата за минимальные ресурсы. Так вот, Зафиксируем. вот за это всегда нужно бороться, всегда нужно оценивать, всегда нужно подводить какую-то черту над тем, что было, и оценивать, где ты сейчас, насколько ты сейчас эффективный. Я не знаю, там какие-то конкретные примеры можно приводить, но это мы уйдем в сильные это уже, детали. да. И мне кажется, задача предпринимателя, основателя бизнеса всегда об этом думать и за это бороться. Ну, то есть вот так вот. Потому что сотрудники часто этого не понимают. Вот Ты их должен даже направлять, они ты должен классные, ставить они KPI, супер классные, но часто они могут сильно увлекаться процессами и не понимают, что ты от них хочешь. Кстати, еще тоже это вот еще один мой друг Паша Гительман, с которым мы там Смотрю тоже. учились. Да, я был у него, там тренинг команда посещал. Он говорит, нужен вам человек, это тоже правило такое для там всех. Вот вроде, казалось бы, там есть какая-то задача, нужен человек, нужно нанять человека на эту задачу. Так вот, сначала нужно, прежде чем даже вакансию создавать, нужно самим сесть и подумать, или одному предпринимателю, или там группой каких-то топ-менеджеров, нужно подумать о том, какой результат будет производить эта вакансия. И вот пока ты не оцифровал результат, который ты ожидаешь, то ты даже не размещай вакансию. Ну, ценный конечный продукт Да, часто бывает. да, Многие да, так определяют. да, Ценный да. конечный продукт, все Да. KPI, флоу, и тогда только ты нанимаешь. Значит, Да. человек выходит, садится, ему говорит, ну, ты маркетолог. Он говорит, и что делать? Он говорит, ну, маркетинг делай. Да, Потом да, разберемся, человек Ну, выгорает, делать уходит. маркетинг, да. Я тоже такое ловил. Но... Круто, спасибо тебе за интересный опыт. Вообще за твой жизненный опыт, экспириенс в качестве предпринимателя. Я думаю, нашим зрителям будет полезно и было интересно смотреть. И тогда мы с тобой еще встретимся в разговоре про недвижку. Давай. Да, а то я вырву всю. А то сейчас... Потом сюда просто на постмонтаже бутылку Джек Дэниелса вставим там. Блин, эти нитки с тебя лезут отовсюду, Может, Олег. так задумано? Это может дизайн какой-то, да?